Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Когда моя семья просит чего-нибудь вкусненького к чаю, вместо надоевших пирогов и булочек стараюсь испечь для них что-нибудь новенькое. Сегодня у меня для вас бесподобно вкусная выпечка. Оставайтесь со мной, будет вкусно, весело и интересно. И не забудьте сохранить рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. В миску наливаю 200 мл теплого молока. Температура молока примерно 35 градусов. К молоку добавляю 100 мл теплой воды. Всыпаю 150 грамм сахара. Добавляю щепотку соли. Разбиваю 2 яйца. И добавляю чайную ложечку ванильного экстракта для аромата. Все хорошо перемешиваю. Добавляю 30 грамм свежих дрожжей, их можно заменить на 10 грамм сухих. Постепенно просеиваю примерно 600 грамм муки, муку просеиваю частями, не добавляю всю сразу. И всыпаю 2 столовых ложки манной крупы. Перемешиваю и замешиваю тесто. В процессе вымешивания добавляю растительное и сливочное масло, а также продолжаю понемногу подсыпать муку. Сначала вымешиваю тесто в миске, а затем продолжаю вымешивать на столе. Приготовь, поделись, подпишись. Тесто вымешиваю примерно 5-7 минут. Оно получается мягким и нежным, но может немного липнуть к рукам. Это нормально. Кладу тесто в миску, накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на час-полтора. За это время тесто увеличится в объеме в несколько раз. Для начинки я беру курагу и изюм. Изюм берите свежий, а то будет как в старом детском анекдоте. Чебурашка приходит в магазин за изюмом, но изюма нет. Есть только булочки с изюмом. Чебурашка, недолго думая, просит наковырять ему полкилограммчика. А потом вдруг спрашивает, а изюм свежий или нет? Нет. Ну тогда заковыряйте обратно. Тесто как раз подошло. Обминаю тесто. Посмотрите, какое оно нежное. Делю его на 2 части. Из этой порции у меня получится 2 больших рулета. Раскатываю в пласт не слишком тонко.
Смазываю сливочным маслом и посыпаю сахаром. На один край выкладываю изюм с курагой. Накрываю свободным краем теста начинку. И делаю вот такие надрезы. Нарезаю свободный край на полоски. Скручиваю жгутиками. И формирую рулет. Перекладываю рулет на противень, застеленный пергаментом. Теперь раскатываем вторую часть теста. Также смазываем растопленным маслом, посыпаем сахаром и выкладываем начинку. Можно сделать рулеты с разной начинкой. Один рулет, например, с изюмом, а другой можно сделать с любым вареньем. Или вместо варенья взять яблоки, груши или другие фрукты. Приготовь, поделись, подпишись. Вуаля! Какая красота у нас получается, правда, друзья? Выкладываю второй рулет на противень. И желательно оставить рулеты минут на 30-40, чтобы они хорошо поднялись. Но у меня не было времени, поэтому я сразу же буду их выпекать. Перед выпечкой смазываю рулеты желтком, смешанным со столовой ложкой молока. Духовку разогреваю до температуры 175-180 градусов. И выпекаю наши большие булочки с изюмом около 30 минут. Температуру и время выпечки даю ориентировочно. Смотрите по вашей духовке. Как только рулеты хорошо зарумянились со всех сторон, они готовы. Достаю их из духовки. Друзья, выпечка получилась просто бесподобной, мягкой, в меру сладкой и нежной, как пух. Невозможно оторваться и просто пальчики оближешь. А вам понравился рецепт? Напишите в комментариях. Один рулет мы съели сразу, а второй я нарезала на порционные кусочки, убрала в морозилку, и когда дома ничего нет к чаю, а хочется чего-нибудь вкусненького и быстро, я достаю пару кусочков рулета, разогреваю в микроволновке или в духовке, и свежая домашняя вкуснейшая выпечка всегда на столе. Попробуйте. И не забудьте сохранить рецепт. Жалко будет его потерять. И, конечно, делитесь этим видео с друзьями. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся!